Добро пожаловать в новый рассвет. Новый рассвет. Мы его нашли. Что тебя так удивляет? Система диагностики обнаружила многочисленные ошибки. Попытка восстановления. Так, что это за комната? Думаю, это преддверие. Осмотрись. Присядьте и подождите, пока вас вызовут. Доступны прохладительные напитки и закуски. Комната поменьше. Проследуйте в зал номер 1 и просмотрите важное сообщение касательно цели вашего визита. Я это не унесу.
Что это было такое? Голографический театр. Файл NF-01 не поврежден. Воспроизведение. Это проект «Новый рассвет». Я генерал Херрис, председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Вы все слышали, что «Новый рассвет» — это такое секретное супероружие. Технологическое чудо, которое спасет нас от чумы Фаро, если операция «Свобода» поможет сдержать наступление роботов. Я знаю, вы это слышали, потому что я сам пустил этот слух. И все это ложь. «Новый рассвет» вовсе не проект супероружия. И он нас не спасет. Ничто не спасет нас. Вот почему. Когда мы узнали о сбое, было уже поздно. Чуму Фаро не остановить. Никак. Роботы будут размножаться и поглощать биосферу. Жизнь на Земле будет уничтожена. Наша планета превратится в бесплодный шар. Глобальное вымирание уже неизбежно. Сколько бы мы ни убили, роботы размножаются в геометрической прогрессии. Будь у нас коды деактивации, мы бы их всех отключили. Весь рой. Но они используют многофазные запутанные колебательные сигналы. На то, чтобы взломать такой код, уйдет полвека. У нас всего 16 месяцев. Так что этот вариант не подойдет. Уничтожение биосферы не тот случай, когда можно отсидеться в бункере или на орбитальной станции. Земля, какой мы ее знали, исчезнет. Останется токсичная каменная глыба, населенная роботами Фаро, спящими в ожидании еды. Вот правда, что кроется за ложью об операции «Свобода». Моей ложью. Ложью, призванной побудить миллионы невинных людей пожертвовать собой в бою. Зачем? Цель одна. Выиграть время для вас и для вашей работы здесь. День, когда все живое на Земле вымрет, уже близок. Он неизбежен. Суть нового рассвета в том, чтобы мир мог возродиться. Но право пролить этот луч света во тьму я предоставлю Элизабет Собек. У меня все. Как так может быть? Ведь жизнь на Земле не исчезла. Он сказал, что это неизбежно. Но ведь избежали. Как-то же Элизабет нас спасла. Нужно еще поискать. Нужно выяснить, как она сумела. Соколы. Они пробрались сюда, по шахтам. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться! Убивать все, что движется! Что это такое? Гробница? Быстрее убираться из этого забытого солнцем мира. Данные достоверны, да. Так эти механические чудовища, они не просто убивают людей, они ими питаются не только людьми, всей органической материей. Все живое расщепить на составляющие. Тысячелетия эволюции превратить в жизнь, сделать чудо жизни.
Меня здесь нет. Какая-то ошибка. Я не понимаю, зачем меня сюда привезли. Зачем вы мне все это показали? Я знаю, тяжело так сразу это осмыслить. Холли рядом со мной сидел лауреат Нобелевской премии по биофизике и еще какой-то монах. Не говорит ни по-английски, ни по-китайски. Очень странно. А генерал Херес, что он имел в виду? Рой роботов, чума Фаро. Я понимаю, все это очень страшно. Но неужели их правда не остановить? Зачем говорить такое? В Шанхае у меня друзья, родные, знакомые. Они уже присоединились к операции «Свобода». Неужели все зря? Мы все умрем? Мы сможем ответить на некоторые из этих вопросов. Просто объясните мне, зачем я вам? Я не могу понять. Мы выбрали вас из-за ваших познаний. Нет, не может быть. Я искусствовед. Моя область знаний — голландская живопись, японская каллиграфия, Герхард Рихтер. Кому это теперь нужно? Такого удара я не стою. Не убейте меня. Примитивным дикарям нас не остановить. Точки с данными. Что в них? Да все и так понятно. Вы строите космический корабль. Ну, очевидно же. И ничего у вас не выйдет. Я гарантирую. Помните Одиссею? Международную косморухлядь, которая с 57-го кружит по орбите? Годы работы и провал. А у вас в запасе какие-то месяцы. Вы хоть представляете себе объемы задачи? За такой срок успеть подготовить корабль? Я сама не участвую в работе над проектом. Вы понимаете, как мало народу он может спасти? Вся эта концепция корабля-ковчега. Да ничего не выйдет. Лучше бы вы сразу взялись за эмбрионику. Тут нужны огромные двигатели, огромный запас энергии и прорва ресурсов. Так что даже если вы его построите, даже если выведете в космос и отправите к Сириусу-10, для людей места на борту не останется. Пожалуйста, успокойтесь. Да вы просто психи, если вы надеетесь отсюда улететь. Никто никуда не улетит. Санитары! Хотели бы это обсудить? Значит, мамка-то была права. Что? Мамка моя к Библии относилась очень серьезно. Даже по меркам техасского пузыря. А любимая глава у нее была книга Откровения. Я ее вообще-то не всегда понимал. Она вечно всякую пургу несла, так что и не разберешь. Но когда изъяснялась по-человечески, то постоянно вещала про конец света, про озеро Огненного там чего-то, куда отправятся грешники. Кстати говоря, можно я закурю? Сигарету с табаком? Извини, дорогуша. Вот такой остромодный. Ребята у вас молодцы, выследили все-таки. А ведь 1,5 года в розыске был. Стерлинг Малкет — это моя работа, признаю. Много было желающих меня прищучить. Но я всегда был на шаг впереди. Как вы на меня вышли? Доктор Собот включил вас в список Альфа. Приоритетная цель. Всегда подозревал, что она ко мне неровно дышит. Слушай, а у вас тут, может, и кофе настоящий есть? Ну, знаешь, кровавый кофе, капучино из зоны конфликта. Мистер Тейт, я даю вам разрешение идти дальше. Так что шли бы вы. Значит, прежде вы работали в автоматизированных системах Фаро. Разрабатывал алгоритмы самовоспроизведения. Я думал, вы будете меня судить. Когда за мной пришли, я подумал, давно пора. Меня гложет чувство вины с того самого дня, как... Прервемся на минуту. Нет, я просто... Правда, надеялся, что новый рассвет все исправит. То, что я натворил. То, чем я гордился. Уж простите,
На словах у Теда все звучало так убедительно, и в лаборатории этот процесс сотворения, тот первый пробный пуск, когда мы увидели, что они понимают собственную структуру, что они могут отстраиваться по памяти. Безгранично. Господи, безгранично! Файл NR02 не поврежден. Воспроизведение. Элизабет Собак. Вы все слышали. И это правда. Чума Фара пожирает биосферу. Жизнь на Земле скоро исчезнет. Но все же это не конец. Мы можем сами создать надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете снова появится жизнь. Это надежда, цель проекта «Новый рассвет». Создать разумную автономную систему терраформирования и снова вернуть жизнь из небытия. Что нужно такой системе? В основе искусственный интеллект, способный принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на Земле. Ее имя — Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором придаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач. И хоть это и не искусственный интеллект, но каждая из них представляет собой инженерную задачу, более сложную, чем все, что человечество создавало прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Хэрис. Построит трансляторы для передачи сигнала
и отключит роботов Фара навсегда. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей, озеленение Земли семенами из криохранилищ, заселение планеты организмами, и когда все будет готово, в колыбелях, раскиданных по всему миру, родится новое поколение людей. Они получат Аполлон. Огромную базу данных о всех достижениях человечества, откуда они все узнают. О нас. И самое главное, как не повторить наших ошибок. Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами и с Геей мы создадим надежду. Давайте создадим надежду на будущее. Вся Земля погибла, но потом ее воссоздали? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни. Ради нас. Но тогда зачем Аид? Если он был частью Геи, как он оказался внутри робота Фаро? И почему он хочет меня убить? Аполлон. Архив знаний. Что с ним стало? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ нас ждет впереди. Конечно, согласен. У меня будет шанс возместить то, что я... Тот урон, который... Мне кажется, я недостоин, но я согласен, без вопроса. Тот факт, что вы к этому причастны, для нас не важен. А для меня важен. Доктор Собак, Марго, у них хватило ума вовремя уволиться, но никто из нас не придал этому значения. Мы решили, что они просто не созданы для ПБВИ, а это более быстрое внедрение инноваций. Когда хочешь всех обогнать, сделать лучше, сделать идеальную машину для убийств. Поразительно. 1,5 столетия фантасты стращали нас сценариями конца света, а мы так и не вняли их словам. Я порвал с той жизнью. То есть, я готов работать, готов вкалывать, чтобы обеспечить своей семье место в Элизии. Я даже не думал, что у меня будет шанс на искупление. Если вас еще тошнит... Нет, ингибиторы подействовали. Я уже языка не чувствую. Я бы рада была в это поверить, но...
Внимание! Медицинский отсек недоступен. Это охрана для вашей безопасности. Давайте поговорим о том, что вы сейчас чувствуете. Ладно, я вам скажу. Я удивлен. Нет, ошарашен. Как мой отец выражался, ошарашен. У него еще так вена пульсировала на лбу. Я думал, вы абсолютно не подготовлены к проекту космического перелета. Но оказалось, все еще хуже. Намного хуже. Тобок просто фантазерка. Опасная фантазерка. Додуматься до такого, это... Боже ты мой. Мне жаль, что все это было пустой тратой времени. Я готов вернуться домой. Боюсь, это невозможно. Да все, о чем вы тут говорите, невозможно! В этих документах изложены варианты. Все, мне хватит. Я ухожу. Что вы? Что вам вообще? Уберите руки! Лазутчица! Взять ее! Ну тогда подходи. Вот только не вздумай сейчас подумать. Я обсудил с ними задачи Артемида. Дал им понять, что строить планетарный зоопарк я не хочу. За последние пару тысяч лет
там мне придется что-то оставить. Новый рассвет. В каком-то роде произведение искусства величайшего масштаба. Но все так несправедливо. Почему выбрали меня? Кто выбирал? Коллегия или алгоритм? Моя семья будет спасена только потому, что я отучилась на искусствоведа? Разве это правильно? Доктор Сювей. Кристина Сювей. Да. Я встретила человека, он тоже искусствовед. Его специализация Баухаус и новые материалисты. Но он был на одном из моих докладов. Еще одна прихоть случая. Даже не верится в такое совпадение. А сколько людей было в той аудитории. И все же я готова смириться с судьбой. Да, это несправедливо, конечно. Но ради моей семьи. Ради искусства. Искусство должно жить. Оно должно звучать из глубин истории и отдаваться эхом в будущем. Нельзя допустить, чтобы оно кануло в лету. Такой шанс. Я должна им воспользоваться. Лишняя тяжесть. Нет питания. Есть другой маршрут. Я так уже делала. Тут нужен визор. Вот на теме ФБРовскими горе-хакерами из пересмешника я с удовольствием постебался. Хотя с той девчонкой немножко перегнул. Она симпатичная была. Ну и в конце концов, это же просто ее работа. Она просто не понимает, насколько нелепо звучит этот план. Доверить роль Господа Бога пацану с редактором голограмм. Ну серьезно, ведь так оно и выглядит. Смотри, мам, я делаю природу. Если природа так важна, тогда не трогайте ее руками. Вымирание – естественный процесс. А новый рассвет уж точно нет. Да он настолько неестественный, что нормальные люди его бы назвали кощунством. Потому-то вы и скрываетесь. А тем временем симпатяшка-психолог сидит и кусает щеку. Плохая привычка. И ноготь обгрызла, причем один. Не твой сегодня день, принцесса. Она не укладывается в квоту. Сказала, так вы намерены отказаться, мистер Тейт? Вы смеетесь? 18 месяцев тяжкого труда в обмен на 30 лет безмятежной жизни с порнушкой? Да не вопрос. Вот это опасная штука. Ну что, еще один. Надо подобрать конфигурацию. Одной детали нет. Может, тут есть кладовая? Фу, у Бретта руки не оттуда растут. Я удивляюсь, как он умудрился вставить эмиттер задом наперед. Теперь все перепуталось. Мне не платят за то, чтобы я за ним косяки исправляла. Пусть теперь сам идет на склад за новым эмиттером, раз такой умный.
Все. Теперь дверь должна открыться. Нашла. Вроде без повреждений. Должно сработать. А теперь откроем дверь. Получилось. Дверь должна открыться. Давай посмотрим, что за ней. Удача на моей стороне. Затмение. Они здесь. Обойди их. Закрепили! Гея. Она там, на втором этаже. Доберешься? Будет непросто их обойти. Нет. Лифты не работают. Лестницы.
вроде со всеми разобралась. Внимание! Структурное повреждение гермоза. Или нет? Там что-то есть. Тебе осталось совсем недолго. Вроде всё. По крайней мере, пока. Тогда не стой на месте. Найди Гею. Мешок и так уже набит.